Начало 20 века. Барселона, район Раваль. Один из самых бедных и опасных кварталов Европы. Каждый день здесь пропадали дети. Пятилетняя Тересита вышла поиграть во двор и исчезла навсегда. Маленький Хосе пошел купить хлеб и не вернулся домой. Родители обыскивали улицы, приюты и рынки, но дети словно растворялись в воздухе. Все ниточки вели к одной женщине, которую пресса позже назвала вампиршей Барселоны. Энрикета Марти Рипольес родилась в 1868 году в небольшом городке недалеко от Барселоны. В юности она переехала в столицу, где работала служанкой, няней, а позже занялась проституцией. Со временем она открыла свой небольшой публичный дом. Она вела двойную жизнь. Днем ходила по бедным кварталам в старой потрепанной одежде, а ночью предлагала клиентам не только взрослых женщин, но и детей. Энрикета заманивала детей из бедных семей под предлогом еды, сладостей, небольшой работы или обещания найти им новую семью. Многих она использовала для попрошайничества на улицах. Некоторых она напрямую предлагала состоятельным клиентам своего публичного дома за деньги. Многие из них бесследно исчезали. Газеты того времени утверждали, что она якобы использовала останки детей для изготовления мазей и омолаживающих эликсиров, которые продавала богатым клиентам. Эти истории сильно раздули ее образ вампирши. 10 февраля 1912 года Энрикета похитила пятилетнюю Тереситу Гитард. Родители девочки сразу обратились в полицию. Один из свидетелей вспомнил, что видел ребенка с женщиной, похожей на Энрикету Марти. 27 февраля 1912 года полиция ворвалась в ее квартиру. В квартире нашли огромное количество детской одежды разных размеров, обувь, пеленок и личные вещи пропавших детей. Также были обнаружены человеческие кости и фрагменты останков. Энрикета была арестована на месте. До суда дело так и не дошло. 12 мая 1913 года Энрикета Марти умерла в тюрьме от рака матки. Есть также версия, что ее забили сокамерницы, но официальные документы указывают именно на рак. Сегодня многие историки и криминалисты считают, что история Энрикеты Марти сильно преувеличена прессой того времени. Есть несколько важных аргументов. Большинство найденных костей так и не были точно идентифицированы как детские. Многие исчезновения детей в районе Раваль происходили и до, и после ее ареста. Это мог быть системный криминал, связанный с нищетой и проституцией. Энрикета страдала тяжелыми психическими расстройствами и, скорее всего, была психически больной женщиной, а не хладнокровной серийной убийцей. Возможно, она стала удобной, чтобы скрыть масштабную сеть детской эксплуатации среди высших слоев барселонского общества. История Энрикеты Марти остается одной из самых противоречивых и мрачных страниц в криминальной истории Барселоны начала 20 века. Как вы думаете, была ли Энрикета Марти настоящей серийной убийцей, или она была тяжело больной женщиной? Пишите свои версии в комментариях. И не забудь подписаться.